Доброе утро. 25 мая не дает делать мне зарядку. Что, камеру включил, теперь ты постеснялась, да? Почему ты мне мешаешь, кошка? Давай я сделаю зарядку, потом тебе массаж. Кошечка. Нет. Ну давай тогда договоримся. Не будем мешать друг другу, да? Ну почему нет? Ладно, все откладываю, делаю массаж. Хорошо? Ты довольна? Место для удара головой, да? Ты ко мне на диван лезешь, да? Понятно. Мозолики мои понюхай, молодец. Я же тебя уже массажировал, ну сколько можно. У тебя есть совесть, кошка. Иди к своей хозяйке, буди ее. Иди. Ты, боже мой. Нет, она меня только любит. Но лащится только ко мне. Пока-пока. 4-й час дня, я только вышел гулять. И то на часик, не больше. Погода мерзкая, дождь целый день идет периодами. И сейчас тоже вышел в куртке, в артексовских мизунах, потому как боюсь, что будет капать. С утра, в общем, решил не гулять. Сидел за компом полдня. Что-то аж глаза устали. В общем, смотрел коврики. Начал с того, что изучу предложение на Kleinanzeigen, что есть по новым, по бэушным. В целом пойму, как бы, что народ использует в основной массе. Так-то я знаю, в принципе, какой мне нужен приблизительно, но думаю, мало ли, может, я что-то еще упускаю. И я сейчас выбираю между самонадувным и надувным. Надувной по объему будет меньше, а самонадувной чуть побольше. Но по самонадувным есть свои плюсы. Я так понимаю, они в целом идут с большим air value, ну то есть более теплые они, нежели надувные. Ну, тоже там есть нюансы, но в целом, да. То есть у них, я так понимаю, air value около 3 у всех, но толщина меньше. Соответственно, спать будет не настолько, наверное, удобно. Ну, короче, чтобы долго не распространяться, вот выбираю между этими двумя типами. И весь Kleinanzeigen завален терморестами. И неплохими по качеству, есть доступные по цене, но меня смущает их
возраст. На терморестах, слава богу, пишут дату производства, ну хотя бы год, если я правильно определил. Просто были объявления, где указано, что люди покупали в каком году. Допустим, там человек пишет, куплен в 2018 году, и показывает шильдик этого термореста, где такой год и стоит. Ну, там циферные какие-то обозначения, и там в конце 18. И еще там где-то я видел остальные объявления и понял, что это обозначение года. То есть продаются ковры, которым там минимум 5 лет. И это немного меня пугает, потому как может травить воздух уже. Там клапаны такие у них специфические. То есть этот самонадувной коврик как работает? Его просто распрямляешь, пена как бы распрямляется сама собой, набирается объем. И потом ты додуваешь туда немного воздуха, чтобы он, ну, как бы мягче был, да? Чтобы пена обратно, ну, закрываешь клапан, и пена обратно уже как бы не сминается. Этот воздух дополнительный позволяет коврику быть наполненным. Вот, и я и слышал о том, что они травят, бывают эти клапаны. Да и сам, может быть, ковер имеет какие-то уже повреждения за столь большой возраст. Возможно, пена деградирует тоже с таким возрастом. Ну, я к чему? В конце концов, свежего какого-то такого термореста, чтобы мне понравился и по цене понравился, и по возрасту, я не нашел пока что. Но еще не все объявления просмотрел, конечно. Их довольно много. Вот, по самонадувайкам. По просто надуваемым коврам выбор меньше. Много всякого фуфла китайского. Вот, но есть и Sea2 Summit. Тоже, если есть какие-то надувные, в основном-то это Sea2 Summit. И они как бы, ну, не сильно дешевле, чем новые. Поэтому тоже надо думать. Вчера был интересный момент по поводу этих ковров. Я тоже поглядывать начал еще вчера на них. Смотрю, позицию выставили. То ли Sea2 Summit, то ли терморест. Тут не помню, но надувной именно. Человек поставил, по-моему, 49 евро. И при этом сам пишет в объявлении, что ковер только там что-то одна ночь или вообще там распаковал, запаковал. Пишет именно в обозначениях Kleinanzeigen не новый, типа в очень хорошем состоянии, но в тексте пишет, что ну прям новый. 49 евро, и дает ссылку на его официальную страницу этого ковра, то есть сколько он стоит у производителя. А там что-то по 200 евро, то ли 189, то ли 198, ну что-то такое. И я такой посмотрел на него, аккаунт прошлогодний, отзывов никаких вообще нету, других объявлений нету. Сколько было объявлений тоже, вот я не обратил внимания. Обычно там показывают, сколько было у продавца объявлений до этого. Вот этот момент я сейчас только сообразил, что можно было посмотреть, а вчера мне в глаза не кинулся он. Ну ладно, в общем, вот выкладывают такой ковер и сам вот пишет, типа, что он стоит 200 и продает его за четверть цены. Ну, я в избранное добавил, думаю, посмотрю. Ну, очень похоже, короче, на афериста. В Германии тоже с этим все в порядке, то есть аферистов этих полно. Разводники такие встречаются очень часто. То есть немцы сами по себе довольно люди не глупые, и за бесценок хороший товар никогда давать не будут. Только если они там заморочены или не знают, что это, ну тогда они, по крайней мере, в основном не пишут, что это за модель, там туда-сюда, как бы никто не объясняет. Ну там, ну условно там, да, ковер какой-то там достался от мужа или еще что-нибудь. Ну бывает такое, что там распродает жена вещи мужа, там умер, ушел, в общем, неважно. Вот, а тут прям человек знает, что это, сколько это стоит, и продает за четверть цены. В общем, выглядит как утка, крякает как утка, скорее всего, что это утка. Так и этот коврик был, скорее всего, приманкой для какого-то ложка. Ну, сегодня уже его, конечно же, нету. Ну, а там не знаю. Нравятся мне эти баржи. Какие-то они прикольные. Такие большие и плоские. И смотрятся на канале неплохо. В смысле, не на моем, а на водяном канале. Да и на моем, наверное, тоже. Я закончил свою прогулку.
Вышло что-то там около 6 километров. В общем, сегодня на расслабоне был. Посмотрел с утра ролик интересный. Хочу поделиться своими сомнениями, так скажем. Дядя один. Канал называется Ультралайт, по-моему. Или Всем Ультралайт. В общем, украинский блогер и турист, я так понимаю, профессиональный. Топит за ультралайт движ и как бы ходит много, я так понимаю, и качественно и так далее. Но что меня поразило, он там обозревал обувь свою, он ходит в альтрах, ну и рассказывал там по этому поводу кое-что. И он обмолвился объемами, то есть он сказал, что он проходил в каком-то походе по Румынии 1060 километров за 21 день, если я не ошибаюсь, он сказал. А в последующих роликах, там, которые я поискал потом на эту тему у него на канале, он уже говорил 22 дня. Но эти ролики были раньше записаны. Вот, и вот этот с обувью, он был год назад, а те там что-то около 5 лет, по-моему, назад. Ну, в общем, смысл какой получается? Что он проходил 50 километров в день. Каждый день. По горам каким там, я не знаю, в Румынии, по Карпатам, наверное, да, или как. Я как бы прикинул сейчас свои ходовые объемы. Вот я с начала мая, с 1 мая я как бы хожу, гуляю приблизительно, да, и видео записываю. Я посмотрел статистику по программке. Выходит, что у меня средний там километраж в день 15 километров. Ну, понятно, это же я как бы просто прогуливаюсь там по несколько часов и все такое. Но, тем не менее, как бы имею уже кучу проблем с этими мозолями, обувь никак не подберу толком и так далее и тому подобное. Вспоминаю свои как бы туристические поездки, когда я в день там проходил максимум, самый максимум, я думаю, 30 у меня было. Пускай с рюкзаком там и по 10 килограмм, но тем не менее. Я падал без ног в хостеле там несколько дней, конечно, в таком режиме, там неделю я вывозил, но сказать, чтобы 3 недели подряд, это было вообще просто нереально. Ну, для меня, да. Ну, он, пускай там спортсмен, подготовленный и все такое, но я не понимаю, как он может идти, и он как бы упоминал, что он там даже как бы первые дни вообще проходил меньше, чем планировал, то есть надо полагать, в остальные дни он как-то это компенсировал. В общем, я не знаю, какой у него бешеный темп. Я максимум, что могу идти, если налегке, это получается, ну, при средних усилиях, не могу сказать, что я выкладывался на 100%, но тем не менее у меня темп там слегка выпадал из 9 минут. Это без рюкзака. С рюкзаком пускай там я хожу 9 минут. Но если я еще там потренируюсь туда-сюда, ну пускай там он будет 9 минут, даже с рюкзаком, даже в какой-то пересеченной местности, но более-менее знакомой. На незнакомой местности, чтобы делать будет такое время, я даже не представляю. И то это нельзя отвлекаться ни на что, ни о каких камнях там влажных и так далее, там деревьях, сыпухе и прочем, тут даже думать нельзя. То есть я не знаю, как он такие объемы дает. Либо он врет. Короче, не знаю. В общем, я в себя что-то так перестал верить, потому как мне хочется прийти к этому темпу 50 километров хотя бы, да, там по Якобсвег, и пускай там, ну, большое количество дней, да, к ряду это делать, не весь путь, но тем не менее, я же хочу еще что-то и смотреть красивое, да, но я должен быть способен пройти без последствий такое расстояние, а тут 100-килограммовый мужик или даже больше у него там рассказывает, что он прям, короче, не знаю. Вроде и выглядит серьезным блогером, но с другой стороны, как-то информация это меня не внушает, она мне доверия, в общем. Ладно, короче, это такие мысли у меня сегодня.